Всем привет! Где-то 1,5 года назад на канале был ролик, где я тратил 100 камней фонтана. Как вы видите, тут у меня немного подкопилось и пришло время повторить, и на этот раз потратим уже 500 камней. Ну что ж, для меня тут самое необходимое это, конечно же, руны. Я, конечно, долго терпел, не тратил, и пришло время. Ну, а в конце, как всегда, итоги. Покажу только целые руны, ну и целых персонажей, которые выпадут с прокрутов. А то если показывать все, что получил, то это даже недели не хватит, чтобы все посчитать. Уверен, как всегда, будет падать КД героев гораздо больше, чем руны. Как это часто бывает на высоких уровнях, да и не только. Хочется, ну хотя бы штук 50 целых рун, чтобы упало за 500 прокрутов. Это примерно 10%. Ну а если будет больше, конечно, буду больше рад. И, кстати, заметил с прошлого ролика, такие добавили красные руны сюда. Я надеялся, что уже спустя год или больше будут красные руны, но, увы, их нет. Также нет новых бесплатных героев в фонтане, это Твиллера и всех остальных, кто был выпущен. Конечно, это супер странно, их особо никто нигде не использует. Так еще и сделали, чтобы их было нереально получить без особых трат. А еще тут интересно, что за один прокрут, если это делать за кристаллы, то стоит 258, а вот если за 8, то 2064. Увы, никакой скидки в этом нет, жадность, что тут сказать. Интересно, через год или два все-таки добавят, может, сюда красные руны. Это когда я уже буду делать ролик, где потрачу 1000 камней. Но что-то мне подсказывает, что сюда никогда эти красные руны больше не добавят. Да и новых персов тоже сюда уже не добавят.
Ладно, давайте уже потихоньку переходить к итогам. Ну и вначале покажу, сколько целых камней душ выпало. Тут из однозвездочных, двухзвездочных и трехзвездочных. Напомню, что за однозвездочные мы получаем 7 камней душ, за двухзвездочные 18, ну а трехзвездочные дают 30 камней душ. Это напоминалка для тех, кто забыл. Ну и вот, так сказать, последние 8 прокрутов и результаты. В общем, за 500 прокрутов удалось получить 150 целых камней душ героя. Из них однозвездочных получил 44 штуки, двухзвездочных 42, но и самое интересное то, что 64 получил трехзвездочных. Интересно то, что трехзвездочные чаще падают, чем двухзвездочные и одна, но насчет двухзвездочных они просто более редкие, я бы сказал, более полезные, к примеру, той же Авроры, которая является двухзвездочным героем. Поэтому так и получается. А так 30% от общих прокрутов падают целые, ну неплохо, я бы сказал. С учетом того, что тут еще есть бутыльки опыта и всякое еще такое. Ладно, далее переходим к рунам. И тут у нас совсем беда. 42 целые руны. Это даже не 10% от общего, увы. Что и требовалось доказать. Руны нынче редкая тема, и разработчики нам об этом напоминают. Ну и некоторые из этих рун совсем бесполезны. Их там у меня по несколько тысяч лежит, просто без толку. Никому они не нужны. Разве что на золото продавать, вот и все. Как-то так, это был такой развлекательный ролик. Кому было полезно, да и кому не полезно, тоже можете поставить лайк. Ну и напишите в комментариях, сколько у вас максимум удавалось накопить этих камней желаний. Интересно, один ли я такой, кто их копит. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.